Шахта была заброшена более 20 лет. Долгое время ее вход оставался скрытым от глаз людей, а ее глубины поглощали время, не оставив никаких следов жизни. Когда пришла команда для расчистки завалов, они не подозревали, что их ожидает. Работа началась с обычной процедуры – расчистка обломков и выемка старых остатков металла. За 2 дня команда успела расчистить карьер, но на 3-й день они решили углубить раскопки. Внезапно раздался странный металлический звук, словно что-то тяжелое застряло под землей. Это привлекло внимание всей группы. После нескольких часов копки они наткнулись на огромный металлический объект. Он был покрыт слоем ржавчины и, несмотря на свою тяжесть, выглядел как древний сейф. Не зная, что ожидать, команда продолжила раскопки с еще большим энтузиазмом. Когда объект был освобожден, один из членов группы, Джейсон, открыл дверь, которая вела в темный туннель. Команда осторожно вошла внутрь, освещая путь фонариками. Туннель был удивительно хорошо сохранен, его поддерживали старые деревянные балки, будто кто-то заботился о его целостности, несмотря на долгие годы заброшенности. Но в тишине вдруг раздался резкий, леденящий душу крик. Это мгновенно насторожило всех. Некоторые члены группы решили, что не стоит рисковать, и вернулись обратно, но Джейсон и еще 5 человек решили продолжить исследование. Пробираясь по туннелю, они наткнулись на странную подземную комнату. Внутри стояли древние инструменты, а на стенах можно было разглядеть тусклые рисунки, напоминающие нечто мистическое. Атмосфера становилась все более напряженной. Вдруг они услышали шаги и, не раздумывая, спрятались в тени. В комнату вошли несколько пожилых мужчин. Их лица были измождены временем, а глаза выказывали усталость, но в них все еще было что-то живое, что-то, что не угасло за долгие годы в темноте. Они двигались медленно, но уверенно, не замечая присутствия исследователей. Но один из мужчин все-таки почувствовал их. Он повернулся и, заметив команду, подошел к ним. Он молча указал на двери, приглашая войти. Когда команда подошла ближе, мужчина рассказал, что они были шахтерами, которые попали в ловушку после сильного землетрясения много лет назад. Все попытки выбраться оказались тщетными, а туннели были заблокированы. Они ожидали спасения, но помощи не было. Вскоре они поняли, что шанс выбраться почти исчез, и они были вынуждены выживать в условиях вечной тьмы. Они использовали все, что могли найти в шахте, питались скудными запасами, которые были на грани истощения. Рацион состоял в основном из риса и бобов, и этого хватало, чтобы держаться живыми, но одиночество и отчаяние съедали их изнутри. Джейсон с трудом поверил в их рассказ. 20 лет под землей казались чем-то невероятным, почти невозможным. Но мужчина не обманул. Он рассказал, что туннели были закрыты, и, несмотря на все усилия, выбраться было невозможно. Тогда Джейсон предложил помощь. Он открыл проход, который вел на поверхность. Когда старики, потрясенные таким предложением, вышли на свет, их глаза мигом привыкли к солнечному свету. Весь этот мир был для них как новость, словно они вернулись из иной эпохи. Позже стариков доставили в больницу для обследования, где они начали приходить в себя. Вскоре они воссоединились с родными, и эти встречи были полны эмоций и радости. Люди, которые потеряли надежду на возвращение, наконец смогли почувствовать тепло рук своих близких. Джейсон, который всегда был сдержанным и не привык показывать эмоции, смахнул слезу, наблюдая за этими трогательными моментами. Он понял, что иногда самые неожиданные встречи и открытия происходят именно в самых темных уголках прошлого. Шахта, наконец, была оставлена в покое, и ее заброшенные тоннели стали частью истории, которую больше никогда не забудут. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.